Так, с вот этой солнечной панели я добыл 1 киловатт ровно за сегодня. Это с 9 утра. И сейчас без 22 дня. Посмотрите на вот это прекрасное небо. Ну, могло бы быть и почище, но за это спасибо Богу. В общем, фиксирую я на вот этот вот счетчик. Сейчас он отключен, у меня все в разобранном виде, чтобы показать, что как работает, что как собирается, чтобы не было путаницы. Вот у меня от счетчика, значит, идет вилка, которая подключается в инвертор. У меня с этой стороны фаза. И у инвертора с этой стороны фаза. Нельзя путать, потому что так оно будет назад мотать, по идее. Не проверял, но смею подозревать. И вот розетка, в которой все подключается. И так, вот инвертор на 12 вольт. Подключен к этому аккумулятору. Контроллер подключен к этому аккумулятору. Сейчас кину между ними крокодилы параллельно, не последовательно. Мне надо 12 вольт. Вот у нас провод от солнечной панели. Вот он идет. Сейчас засекайте секунду. Итак, все подключил. Вот сюда у нас солнечная панель подключена. Вот проводок идет бублик. И сюда. Вот у нас крокодильчики. Параллельно подключил плюс-плюс, минус-минус. Вот. Мы можем запустить инвертор. Так, 14,4 вольта. Ну, он уже зарядил эти аккумуляторы. Так, видно там, не видно. Показывает 2,8, ну, 2,6, извиняюсь, ампера. 42 вольта. Сейчас я вам в середине видео расскажу, что сколько стоит, какие вообще показатели у этой солнечной панели. Вот у нас счетчик, как видите, киловатт. Потому что в предыдущем видео было 2 киловатта 310 ватт. А сейчас просто поменялось, что киловатт сюда набежал. Ровно, вот я зафиксировал это. Сейчас я подключу сюда курятник. Через вот этот вот чудо-удлинитель. Он в курятник. Пошли провода. И вот зарядное устройство, которое будет заряжать вот этот аккумулятор. Мы сейчас вот даем нагрузочку. Хоп. Мы сейчас шаровой энергией будем заряжать вот этот вот аккумулятор. Так. Смотрим. Ну, 5,9 ампер. Сегодня было, значит, 8,9. Ну, уже солнце как-то за веточками спряталось. 8,9 это было постоянно, а так до 10 доходило, блин, как летом. Короче, крутизна. Небо чистейшее. У меня юговая сторона. Обязательно должна быть у вас юговая сторона. Итак, давайте про солнечную панель. Она 280 ватт выдает, 46 максимально вольт. Вот, ну так, да, постоянную 42-44 с копейками какими-то. 10,5 ампер. Стоимость ее от 35 евро до 50. Вот такие вот аккумуляторы. Вот его показатель. 12 вольт, 62 ампер часа и 500 пускового тока. Достаточно неплохо, как за 1500 гривен аккумулятор. Где-то за 1700 их продают. Вот. Значит, по контроллеру. Вот его показатели. То есть тут можно как и на 24 вольта собрать аппарат, так и на 12. У меня на 12 инвертор. Вот у нас заряд происходит. Значит, инвертор не чистый синус, но сейчас я вам покажу, как я запускаю здесь оборудование помощней. Вот такой вот у меня инвертор. Он стоит от 1000, значит, 500 гривен до 3500 гривен. Счетчик можно купить, кстати, новый. Он видите, даже на пломбах. От 300 и до 600 гривен. Провода, ну, смотрите, я видео показывал уже все на канале, что вас на проводах не кинули и какие бывают, как могут люди недобросовестно поступать. В общем, переходите, смотрите, как на проводах могут надурить. Поэтому лучше покупать в каких-то магазинах, где вам могут дать гарантию, там, где у вас будет чек, и вы сможете прийти и наругать.
Вот, заряжаю вот такой вот аккумулятор. Он у нас получается 77 ампер часов, 780 пускового тока. Зарядное устройство, которое потребляет от 50 до 70 ватт. Ну и курятник там в районе все максимум до 35 ватт. Ну, это с двумя лампочками и вентилятором. А так у меня сегодня вообще и инкубаторы работали, брудеры. Вот. В общем, такой контроллер можно купить от 400 до 1000 гривен. Вот. По поводу аккумуляторов. Я таких аккумуляторов себе накупил 6 штук. Я ими очень доволен. И ну, я никому ничего не рекомендую. Я чисто показываю свой опыт, который я прошел. Это так, если вас интересует подобное мнение. А так, есть различные установки и подороже. Лично я собрался, вот могу сказать, ну, вот если так, по чесноку, такую панель, аккумулятор, БУ такой где-то достать, БУ инвертор. Все это, ну и вот эту штуку, БУ или новую, где-то постараться подешевле найти, можно купить за 100 баксов. Это все собрать. Но у вас не будет двух аккумуляторов. Кстати, если 4 вот таких аккумулятора параллельно подключить, можно от одной солнечной панели заряжать. Чем крутая эта установка? Тем, что у вас всегда будет заряженный аккумулятор, у вас всегда будет свет. Смотрите, 5,6 ампер, 5,7. Круть. Просто круть. Это счастье для любителей солнечной энергии. Провода рекомендую использовать где-то 4-6, но у меня, как видите, здесь 1,5, потому что если брать вот эти провода, оказывается, они, ну, тут изоляции, блин, больше, здесь 2,5 максимум. Короче, немножечко ерунда получилась. Но я уже видео на эту тему снял, поэтому переходите, смотрите. Что скажу по поводу генератора? Он не настолько выгоден мне, как вот эта станция, потому что, ну как, когда надо что-то мощное запустить, да, мне нужен генератор. А так 10 часов работы, чтобы в курятнике было освещение, я же не буду генератор 10 часов пилить. Я согласен, что станция это быстро себя не отработает, так, чтобы если вы мечтаете поскорее вернуть свои бабки. Но, во всяком случае, вы не будете перепаливать на бензине, если вам нужен Wi-Fi, там, блин, освещение, телефоны, ноутбуки зарядить. Сейчас вам покажу помощнее солнечную панель. Вот такая солнечная панель, это 450 ватт, 15,5 ампер и 56 с копейкой вольт. В общем, вот такая вот она, красавица. За 110 евро купил, можно за 100 где-то приобрести, даже где-то за 80, если их брать пачками от 6 штук. Это реально я видел. Я искал, где поштучно брать. Так как, я же говорю, у меня 2 станции собраны. Надо, чтобы что-то функционировало в доме и что-то функционировало на улице в курятнике, когда полный блокаут. Генератор, да, блин, это за 10 часов напалит 10 литров бензина. Я же говорю, включу там на минут 20 его, чтобы там чайник закипятить. У меня электроплиты, я от газа вообще отказался, в принципе. Мне он нафиг не нужен. Дрова, все рулит. И даже грубо есть в доме, печь во дворе есть, блин, и... Да что хочешь есть. И самоделки всякие, чтобы там по-быстрому воду закипятить, там речки животным наготовить. Собачкам там в доме могу приготовить на плите. Все, то есть, ну... 20-30 минут, блин, включил генератор, все, забыл. А такая приблуда очень даже спасает. Все всегда заряжено. И шаровая есть энергия. Чисто я вот хочу просто опять крик души сказать. Вы же, блин, когда телефоны, ноутбуки себе покупаете, не всегда же вы их покупаете, чтобы они себя отрабатывали. Для удобства и пользования. Вот эта тема тоже для удобств и пользования. Так что, вон, видите... 5,1 ампер. Ну, аккумуляторы просто под нагрузкой, они уже заряжены реально. Вот 13,4 вольта держится. Поэтому без вопросов. Вот счетчик себе поставил, чтобы контролировать вот эти все процессы. Подписывайтесь, друзья, на мой канал, на мой телеграм-канал. У меня много очень полезной информации. Если вдруг будут вопросы, пишите. А в телеграме много мастеров. У меня это бесплатная подписка. Вы можете получить абсолютно бесплатные советы. Доверяйте, но проверяйте. Не нарушаем, значит, правила наши.
Не ругаемся там, не ругаемся матом, не обсуждаем политику, религию. Спасибо за просмотр. Поставьте этому видео лайк. Кстати, если вы поставите мне 500 лайков, я куплю литиевый аккумулятор и покажу, за сколько он заряжается. Эти аккумуляторы заряжаются в порядка от 8 до 10 часов. В зависимости от сильного ли разряда. К примеру, если вы, допустим, до 11,8 будете разряжать, то да, где-то 80 часов надо. Это чтобы 30% заряда оставлять. Сильнее разряжать не советую. Максимальный заряд это 12,5. Прочитайте инструкцию в гугле, либо у вас должна быть инструкция в комплекте идти с ними. И, в принципе, будете знать. Спасибо за просмотр.